Всем привет! Вы на канале Деломастера Боится. Сегодня мы будем ремонтировать замок задней двери автомобиля Славута. Проблема состоит в том, что с внутренней стороны не открывается дверь. А если открывать снаружи, то она открывается. Необходимо разобраться, в чем же проблема. Необходимо снять карту двери. Для того, чтобы ее снять, в первую очередь снимаем ручку стеклоподъемника с помощью такого крючочка, сделанного из проволоки, диаметром примерно 1 мм и длиной 2. Необходимо немножечко отжать ручку, завести внутрь крючок, зацепив за скобу крепежа, потянуть ее на себя, чтобы она выскочила. Вот она уже пошла. Она имеет такой внешний вид, и мы крючком зацепляемся за вот эту часть, выступ. Теперь откручиваем ручку двери. Аккуратненько вынимаем ее со своего паза. Теперь открываем ручку и снимаем рамку ее. Для этого плоской отверткой снизу поддеваем и сверху. И вынимаем аккуратно ее из зацепа. Она имеет такой внешний вид. И здесь зубчик, который нельзя поломать. Теперь можно с помощью плоской отвертки отстегнуть карту. Снимаем защиту от пыли и смотрим, что же здесь случилось. А вся проблема банально проста. В этом месте трещина, и тяга замка просто-напросто не отжимает полностью фиксатор. Попытаемся отремонтировать этот участок или заменить. Снимем ручку. Снимаем ручку с тяги, слегка ее провернув. Вот видно место излома. Можно купить новую ручку на автобазаре и поставить ее на машину. Но я попробую сделать ее своими руками. Для этого нам понадобится обычный суперклей, скобы для степлера строительного и плоскогубцы. Ну и само собой что-то горячее, например печка. Теперь необходимо освободить поломанную часть от самой ручки. Для этого с помощью плоскогубцев вынимаем шток. И после этого здесь вынимается пружинка и ручка. Ручка нам пока не нужна. А нам необходимо восстановить эту поломанную часть. Итак, начнем. С помощью суперклея необходимо зафиксировать поломанную часть на своем месте. Нужно подождать минут 5, чтобы она хорошо схватилась. После того, как подсох суперклей, берем скобки от строительного степлера. У меня они длиной 6 мм. И начинаем их откалывать. С помощью ножа откалываем примерно 4-5 штук. Теперь нам понадобится газовая горелка или газовая печь для нагревания этих скобок. С помощью пинцета, чтобы не обжечь руки, подносим до газовой горелки и нагреваем до красна. И после этого вставляем ее в пластмасс. Если скобу с первого раза не получилось заглубить полностью, то берем любой массивный предмет и греем на газовой печке, потому что некоторые пластмассы имеют большую температуру плавления, и тепла, которое находится в скобе, не хватает для того, чтобы полностью ей заглубиться. Прижимаем ее нагретым предметом. Скобы запаяны, 2 сверху, 2 снизу и 1 сбоку. Краешки скобы, если она насквозь прошла, необходимо загнуть для полной фиксации и немножечко почистить лишнее, если где-то оплавился пластмасс. Теперь можно собирать ручку в сборе. Вставляем шток на свое место, не забывая поставить сюда пружинку. Стараемся, чтобы шток выходил слева и справа одинаково. Все, эту ручку можно ставить и идти на машину.
Ручка на своем месте. Теперь необходимо с помощью 2 регулировочных болтов натянуть тягу, чтобы она открывала замок. Теперь можно проверить. Закрываем замок и пробуем потянуть ручку. Замок работает. Можно все собирать на свое место. Устанавливаем на место центральный замок. Теперь приклеиваем на место пленку пылезащитную. После этого можно ставить на дверь карту. Ставим на свое место рамку ручки. Ставим на место ручку стеклоподъемника. Прикручиваем. Еще раз проверяем, как она работает. Все работает прекрасно. Мы были на канале Дело мастера боится. Смотрели видео о том, как разобрать и отремонтировать замок задней левой двери автомобиля Славута или ЗАЗ-1103. Ставьте лайки, пишите замечания, комментарии. Будьте с нами. Всем пока.